Здравствуйте, дорогие автолюбители! Небольшой обзорчик прошивки Jansun UI 3, который установлен на магнитолу с процессором MTK8227. Именно на такой процессор эта прошивка сделана. Обращу ваше внимание, что она становится на магнитолы M-серии M89, M892. Ее называли еще V1 когда-то. На сегодняшний момент такой магнитолы уже нет у Jansun, есть серия T. Но в принципе можно заказать еще эту версию и установить. Они продавались миллионами штук, поэтому у вас у многих она есть. Если вам не нравится эта старая прошивка, то вы можете заменить на эту новую. Мы ее немного доработали, так как есть региональные особенности, есть какие-то технические проблемки, которые мы устранили. Поэтому наша прошивка немного отличается. Как видите, она состоит из 3 форм. Кстати, обратите внимание, версия прошивки для S4G MS серии MS89, MS812, она другая. И она отличается. Так, давайте сначала посмотрим. Главное изменение — это внешняя оболочка. Внешняя оболочка, она меняется, и работает аппарат существенно быстрее, то есть нет тех тормозов, которые были ранее. Все остальное, в принципе, внутренняя оболочка не меняется. Ведь скорость работы именно зависела от оболочки. Здесь размещен у нас основное меню. Из основных появилось стандартно, как видите, здесь все одинаковое, виджеты те же. Это функция с DSP, немного другой, я бы сказал, другой абсолютно эквалайзер, другая обработка по DSP, появилась куча поднастроек на разных пассажиров, чего не было ранее. Вы можете что-то там коррегировать, но это только в ту версию, которая имела DSP. V1 она имеет DSP, соответственно, она есть. Вот эквалайзер с разными настроечками. Это то, что я заметил. Так, есть 2 ярлыка, связанные с Bluetooth. И теперь нету такой проблемы, которая была ранее. Теперь это общий ярлык для подключения разных устройств. Отдельный ярлык выводить не нужно. Хотя, в принципе, с помощью меню вы можете это сделать. Для этого нужно, естественно, включить какое-нибудь Bluetooth устройство. И я его, к сожалению, не включил. Здесь книга, лог, доступ, но это все открывается только тогда, когда вы уже подсоединились. Кстати, музыка не будет играть, пока вы не нажмете вот это вот музыка. Выходим с Bluetooth. Отдельно есть менюшка для работы с Bluetooth музыкой, потому что многие не понимали, как найти, и я делал небольшое видео об этом. Так, что это у нас такое? Опять же, это у нас собственный каталог аудио. Если вы закинете сюда музыку, на флешку, например, то вы будете работать с этим. Аналогично видео. Радио очень сильно изменилось. Оно стало, скажем так, другим. Отличается по дизайну, потому что предыдущее радио оно отдавало, скажем так, старым типом и не было очень интересным. Есть функция RDS, но опять же это зависит от вашей магнитолы. Не факт, что она будет. Поиск AM/FM, доступ к DSP, и, пожалуй, в принципе ничего не изменилось. Все сохраняется как и ранее. Полная инструкция, как пользоваться этим прибором, новой прошивкой, она также здесь имеется в картинках. В принципе, основы понятны, все достаточно просто. Дальше из этого появился Android Auto, уже установленный, предустановленный. Для этого, конечно, нужна активация, и нужно его активировать, либо настроить, чего не было ранее установлено. Так, что еще? Появился некий Jansun Security. Я так понимаю, это вы можете магнитолы видеть и управлять, что происходит с магнитолой на расстоянии. То есть это важно только тогда, когда в магнитоле есть интернет. К примеру, такая функция была и на старых магнитолах Jansun, таких узеньких, которые ставились на торпедо. Представляет собой, вы с помощью смартфона привязываетесь,
появляется приложение, и с помощью этого приложения вы можете следить за автомобилем, то есть за магнитолой, и даже видеть видео, которое оно, если вдруг снимает, оно показывает, ну, на камеру, абсолютно все видеть и наблюдать за движением. Когда это может быть удобно, если ваш ребенок ездит за автомобилем, если ваш автомобиль в такси, либо вы его сдаете в аренду. Конечно, эта функция очень удобная. Netflix, но опять же не подписан, нужно подписываться. И, ну, стандартные приложения, которые в принципе можно было ставить самостоятельно. Здесь они также имеются. Так, посмотрим, что по остальному тут изменилось. Я в принципе не вижу ничего такого. Так, верхнее меню такое же, как и ранее. Так, вот это меню, кстати, всегда нужно выбирать портативный носитель. Никогда не ставьте, что USB накопитель будет внутренней памятью. Это очень чревато. Поймете, когда сделаете. Так, появился установщик приложений. Опять же, в принципе, функция не очень важна. Ну, а все остальное голое, и тут мало чего есть, и в этом как раз и интерес. Потому что иногда очень много лишнего. Внутреннее меню, в принципе, ничем не поменялось. Я, по крайней мере, не увидел никаких изменений. Настройки мультимедиа, как и были. Управление дисплеем, цвет подсветки, кнопки на руле. Это не меняется. Название прошивки, инженерное меню осталось то же самое. Ну, в принципе, менялась только оболочка. То есть основа та же. Мы здесь видим те же настройки, которые были и ранее. Ну вот, в принципе, все то же самое, что мы видели и ранее. Ну, пожалуй, здесь выходим. Логотипы тоже не добавились. Даже скажу больше, после прошивки ваш логотип не исчезнет. Он снова появится. Проблем не будет. Так что здесь особо нет. Ну, главным достоинством этой прошивки, что она, во-первых, другая. Это новый лаунчер. Кстати, новых тем выбирать здесь нельзя именно в этом варианте. Но можно добавлять. Добавлять можно в файл. У вас после прошивки, вот я покажу сейчас, появляется менеджер файлов. Откроем. И здесь у нас USB накопитель. И здесь появляется два файла. Вот этот файл можно закинуть в украшалки, потом снова установить и перезагрузить. И у вас появятся еще темы новые. Но это такое. К сожалению, пока нельзя добавить новые логотипы. Не получается у них почему-то сделать, хотя, казалось бы, элементарная штука. В TED-серии это делается легко, а некоторые там производители вообще эту функцию открыли. Став что хочешь. Ну, здесь они как бы закрыли. Ну и работает гораздо все быстрее и интересней. То есть, если же вам надоела ваша старая прошивка, она, скажем так, убогая, я бы назвал, то эта прошивка поинтереснее. Также вот этот виджет основной, он подключен к GPS, и когда будет у вас установлен GPS, будет показывать скорость движения вашего автомобиля. Ну, так, пожалуй, это все, что я хотел сказать об этой именно прошивке для версии без 4G. Для версии с 4G будет отдельная прошивочка. Я отдельно расскажу об этом. А также о золотой версии, это украшалки. Но еще есть такая же прошивка Jansun UI для нового аппарата, который и 8-ядерный Snapdragon. Самый интересный V3 Pro. И мы посмотрим, как там изменили прошивку и что поменялось. Ну, в виджете, потому что там тоже не очень такой интересный виджет был. Хотя там был выбор этих виджетов. Ну что ж, друзья, автолюбители, до новых встреч. Надеюсь, продукция компании Jansun вас будет радовать и ценой, и качеством. Ведь именно этим занимается Jansun. Он предлагает вам достаточно низкую цену за высокое качество. Кто покупал другие магнитолы, он понимает, о чем идет речь, и понимает, что очень важно. То есть это бренд, это завод, это сертификация.
Спасибо за то, что вы досмотрели и посмотрели и подписались на мой канал. До новых встреч!